Привет, Арми. Представьте, что вы открываете Netflix и вдруг видите Ким Тэ-хёна и Чон Чин-гука вместе в каком-то загадочном новом проекте, которого никто не ожидал. Это документальный фильм, секретный сериал или что-то, созданное эксклюзивно для ARMY. Фанаты по всему миру в шоке после того, как распространились слухи о том, что на Netflix незаметно появился проект, посвященный Тэ-куку. Инсайдеры говорят, что это может раскрыть моменты между ними, которые никогда раньше не показывались. Что именно Тэ-хён и Чин-гук готовили за кулисами? И почему именно сейчас? ARMY, приготовьтесь. Потому что, если эти подсказки реальны, это может быть самый эмоциональный сюрприз, посвященный Тэ-куку, который когда-либо был выпущен. Вы когда-нибудь представляли себе, что однажды открываете Netflix и вдруг видите имена Ким Тэ-хёна и Чон Чин-гука, участвующих вместе в загадочном проекте, о котором никто официально не объявлял? А что, если слухи, распространяющиеся в сообществах ARMY, это не просто фанатские теории, а начало чего-то гораздо большего? А что, если тихие слухи о проекте Тэ-кука на Netflix на самом деле указывают на секретный релиз, подготовленный специально для мирового фандома, который годами ждал, чтобы снова увидеть этих двух икон вместе на сцене? За последние несколько часов ленты социальных сетей взорвались от предположений, эмоциональных реакций и волны любопытства, которую невозможно игнорировать. Скриншоты, предположительно сделанные из ранних превью Netflix, загадочные намеки от инсайдеров индустрии развлечений и внезапные всплески поисковых запросов по фразе «проект Тэ-кука на Netflix» вызвали ажиотаж среди фанатов, которые задают один и тот же животрепещущий вопрос: действительно ли Тэ-хён и Чин-гук тайно подготовили проект для ARMY, который вот-вот будет представлен на Netflix? Один только этот вопрос уже заставил миллионы фанатов начать расследование. Некоторые считают, что это документальный фильм. Другие убеждены, что это может быть короткометражный сериал, специальный концертный фильм или даже что-то гораздо более неожиданное. Но самым большим шоком стало предположение, что проект мог быть создан специально для ARMY как послание, подарок или, возможно, даже признание, которого фанаты ждали годами. Прежде чем мы углубимся в слухи и подсказки, важно понять, почему возможность проекта Netflix о Тэ-куке вызывает такую сильную эмоциональную реакцию в фандоме. Для многих фанатов по всему миру связь между Тэ-хёном и Чин-гуком всегда была чем-то большим, чем просто два участника одной группы. Их совместные моменты, игривая химия, эмоциональные взгляды и тихая поддержка друг друга создали одну из самых обсуждаемых динамик в истории К-поп. Каждое их небольшое взаимодействие анализировалось, отмечалось, а иногда и обсуждалось миллионами зрителей, которые глубоко вовлечены в их историю. Когда идея проекта Netflix, посвященного Тэ-куку, внезапно начала распространяться в интернете, это немедленно вызвало волну надежды, шока и недоверия. Может ли это, наконец, стать моментом, когда Тэ-хён и Чин-гук поделятся чем-то личным с ARMY на глобальной стриминговой платформе? Или за кулисами скрывается еще больший сюрприз? Предположения начались поздно ночью, когда несколько фанатских аккаунтов заметили нечто необычное в алгоритмах поиска Netflix. Согласно постам, которые быстро распространились в сети, имена Тэ-хёна и Чин-гука внезапно оказались в тренде вместе со словом «проект» в нескольких регионах. Хотя официального объявления на Netflix еще не было, одной лишь активности алгоритмов было достаточно, чтобы вызвать сильное любопытство. В течение нескольких минут сообщества ARMY в Twitter, TikTok, Reddit и Weverse начали делиться теориями. Некоторые фанаты отметили, что Netflix в последнее время усилил свое внимание к документальным фильмам и эксклюзивному контенту, связанным с К-поп. Другие напомнили всем, что участники BTS ранее сотрудничали с глобальными платформами для выпуска фильмов о создании клипов и специальных материалов. Но что отличает этот слух, так это предположение, что проект может быть посвящен именно Тэ-хёну и Чин-гуку вместе, а не всей группе. Если это окажется правдой, это станет одним из самых неожиданных событий в мире развлечений в этом году. Аналитики индустрии развлечений уже обсуждают потенциальное влияние такого проекта. BTS остаются одной из самых влиятельных мировых культурных сил, и любой новый контент с участием их участников мгновенно становится мировым феноменом.
Проект, посвященный Тэкуку и выпущенный на Netflix, вероятно, привлечет не только ARMY, но и обычных зрителей, интересующихся динамикой, которая очаровывает поклонников уже почти 10 лет. Однако самая большая загадка остается без ответа. Что именно представляет собой этот проект? Некоторые подсказки указывают на то, что это может быть документальный фильм, рассказывающий об эмоциональном пути Тэхёна и Чингука в критический период их карьеры. Другие считают, что он может раскрыть ранее не публиковавшиеся кадры, частные разговоры и закулисные моменты, которые фанаты никогда раньше не видели. Также набирает популярность теория. Ходят слухи, что проект может исследовать творческий процесс двух артистов. И Тэхён, и Чингук в последние годы демонстрируют сильную индивидуальность, и совместный документальный фильм мог бы показать, как пересекаются их идеи, личности и музыкальные взгляды. Однако еще один слух намекает на нечто еще более удивительное – специальный фильм, созданный непосредственно для ARMY, сочетающий в себе повествование, музыку и эмоциональные размышления. Если это так, то проект может быть не просто развлечением. Это может быть послание. И именно эта возможность заставляет фанатов одновременно волноваться и нервничать. Потому что всякий раз, когда участники BTS решают обратиться напрямую к ARMY через подобный проект, это часто означает, что они готовы раскрыть что-то значимое. Некоторые фанаты помнят предыдущие моменты, когда BTS удивляли мир контентом, который нес в себе более глубокий эмоциональный смысл, чем кто-либо ожидал. От документальных фильмов, раскрывающих давление мировой славы, до откровенных интервью, где участники честно говорили о своих страхах и надеждах, BTS никогда не боялись показывать свою уязвимость. Если Тэхён и Чингук действительно готовят совместный проект для Netflix, возникает интригующий вопрос: какую историю они готовы рассказать? Информация от инсайдеров индустрии указывает на то, что Netflix незаметно расширяет партнерские отношения с корейскими развлекательными компаниями, чтобы получить эксклюзивный контент, связанный с K-pop. За последние несколько лет платформа вложила значительные средства в корейские дорамы, фильмы и музыкальные документальные фильмы. Проект с участием двух самых узнаваемых артистов в мире идеально вписался бы в эту стратегию. Но именно время появления этих слухов делает их еще более загадочными. И Тэхён, и Чингук переживают периоды интенсивного личностного и профессионального роста. Каждый из них занимался сольной музыкой, сотрудничал в сфере моды и занимался творческими проектами, демонстрирующими, как их идентичность как артистов продолжает развиваться за пределами одной группы. Может ли этот проект Netflix документировать эту трансформацию? Или это нечто гораздо более эмоциональное, нечто, связанное с их отношениями с ARMY и тем путем, который они прошли вместе с фанатами с момента своего дебюта? Возможность того, что проект был создан специально для ARMY, добавляет еще один слой интриги. Фанаты уже представляют, что может включать в себя такой релиз. Некоторые надеются увидеть ранее не публиковавшиеся кадры репетиций, моменты из путешествий и личные разговоры между Тэхёном и Чингуком. Другие считают, что это могут быть записи живых выступлений в интимной обстановке, где два артиста исполняют песни, имеющие для них особое значение. Но в сети циркулирует и более драматичная теория. Что если проект раскроет сторону Тэкука, которая никогда раньше не демонстрировалась публично? Один только этот вопрос породил бесконечные спекуляции. Ведь на протяжении всей истории BTS Тэхён и Чингук часто общались посредством тонких жестов, тихих улыбок и эмоциональных взглядов, которые фанаты интерпретируют бесчисленными способами. Документальный фильм, честно запечатлевший эти моменты, легко может стать одним из самых обсуждаемых релизов в истории K-pop. Однако, несмотря на все слухи, один важный элемент головоломки все еще отсутствует. Ни Netflix, ни официальные представители участников BTS Ким Тэхёна и Чон Чингука публично ничего не подтвердили. И это молчание только усиливает загадку. Журналисты, пишущие о развлечениях, сейчас внимательно следят за анонсами стриминговых платформ, утечками информации из индустрии и комментариями инсайдеров, которые могут пролить свет на то, действительно ли существует этот предполагаемый проект. Если это так, релиз может ознаменовать новую важную главу не только для Тэхёна и Чингука, но и для отношений между BTS и мировой аудиторией, которая следила за их историей на протяжении многих лет.
Потому что в мире, где музыка, повествование и стриминговые платформы все больше сливаются в одну мощную форму культурного самовыражения, проект Ты Кука на Netflix может стать чем-то большим, чем просто шоу. Он может стать событием. Моментом, когда миллионы фанатов по всему миру одновременно нажимают кнопку «Воспроизвести», ожидая увидеть, какое послание подготовили их любимые артисты. И если слухи верны, этот момент может наступить раньше, чем кто-либо ожидает. Одно можно сказать наверняка: ARMY внимательно следят за происходящим. Фанаты ищут каждую возможную подсказку, обновляют каждую страницу и анализируют каждый новый намек, появляющийся в сети. Потому что, если Тэхён и Чингук действительно планируют что-то особенное для Netflix, правда не останется скрытой навсегда. И если они действительно подготовили совместный проект, мир вскоре может узнать, насколько сильной может быть история Ты Кука, когда она наконец будет рассказана на одной из крупнейших стриминговых платформ в мире. Тайна, окружающая слухи о проекте Ты Кука на Netflix, не появилась внезапно. На самом деле, если внимательно проследить цифровые подсказки, история, похоже, началась за несколько дней до того, как фанаты вообще поняли, что происходит что-то необычное. Тихий алгоритм движения поисковых запросов, внезапные всплески ключевых слов и тонкие онлайн-подсказки создали закономерность, которую поначалу заметили только самые наблюдательные детективы из ARMY. Но как только эти подсказки начали распространяться публично, обсуждение переросло в глобальную волну любопытства, которая продолжает расти с каждым часом. Первые признаки появились, когда несколько аккаунтов, отслеживающих К-поп, заметили нечто странное в поисковых трендах Netflix. Обычно отдельные участники BTS попадают в тренды после интервью, музыкальных релизов или важных выступлений. Но на этот раз данные выглядели иначе. Вместо отдельных поисковых запросов по Ким Тэхёну или Чон Чингуку аналитики заметили резкий рост запросов, сочетающих их имена с одной фразой, которая ранее редко появлялась в данных стриминговых сервисов. Эта фраза была простой, но мощной: «Ты Кук Netflix». Сначала это выглядело как совпадение. Возможно, фанаты просто представляли себе будущее сотрудничество или обсуждали старые видео-выступления. Однако всплеск продолжал расти, распространяясь одновременно на несколько регионов. Поисковые системы в Южной Корее, США, Индонезии, Бразилии и Японии начали фиксировать одну и ту же закономерность. Миллионы пользователей вводили одни и те же слова в поисковые строки и задавали один и тот же вопрос. Действительно ли на Netflix появится проект с участием Тэхёна и Чингука? Любопытство усилилось, когда несколько анонимных инсайдеров из индустрии развлечений опубликовали загадочные сообщения, намекающие на то, что за кулисами может происходить что-то необычное. Один комментарий, быстро ставший вирусным, предполагал, что специальный совместный проект с участием двух мировых икон К-поп был тихо завершен несколько месяцев назад и теперь готовится к международному стримингу. В сообщении не упоминались имена. Оно ничего не подтверждало. Тем не менее, фанаты сразу же связали все воедино. Потому что, когда ARMY слышит фразу «две мировые иконы К-поп» в загадочном контексте индустрии развлечений, очень немногие сочетания достаточно сильны, чтобы вызвать такой широкий ажиотаж. Тэхён и Чингук – не просто участники BTS. Они – два самых узнаваемых лица в современной попикультуре. Их голоса, личности и художественная индивидуальность почти десятилетия формировали глобальный образ К-поп. Любой проект с их участием автоматически несет огромный культурный вес. Но что делает этот слух еще более интригующим, так это предположение, что проект никогда не был официально анонсирован. Если это правда, то это было бы необычно, но не исключено. Иногда развлекательные компании создают особый контент задолго до того, как объявить о его существовании публике. Стриминговые платформы, такие как Netflix, известны тем, что тщательно контролируют графики релизов, маркетинговые кампании и неожиданные анонсы, призванные максимально привлечь внимание во всем мире. В последние годы Netflix экспериментирует с внезапными анонсами, когда трейлеры появляются без предупреждения, а целые сериалы выходят за одну ночь. Такие неожиданные запуски часто вызывают бурные обсуждения в интернете, потому что зрители чувствуют, что обнаружили что-то секретное. Представьте, что эта стратегия применена к двум самым известным артистам в мире.
Представьте, что вы открываете Netflix одним вечером и вдруг видите заставку с Ким Тэ Хёном и Чон Чин-гуком. Для ARMY одна только эта возможность кажется почти нереальной. Эмоциональная напряженность, окружающая этот слух, также обусловлена долгой историей взаимоотношений фанатов с ними. С самых первых дней существования BTS Тэ Хён и Чингук представляли собой уникальную энергию внутри группы. Их характеры дополняют друг друга таким образом, что это кажется одновременно естественным и непредсказуемым. Творческое любопытство Тэ Хёна и его игривая харизма часто создают моменты спонтанного творчества, в то время как преданность и эмоциональная искренность Чингука обеспечивают мощный баланс в их взаимодействии. За эти годы бесчисленные маленькие моменты между ними стали легендарными среди фанатов. Общий смех во время репетиции. Тихий разговор, запечатленный на камеру. Спонтанные объятия после выступления. Эти, казалось бы, простые взаимодействия подпитывают бесконечные дискуссии и восхищение в фандоме. Когда фанаты слышат слово «проект», они сразу представляют себе что-то глубоко личное. Не просто выступление. Не просто интервью. А историю. И именно поэтому слухи о выходе на Netflix кажутся такими значимыми. Потому что Netflix – это не просто стриминговая платформа для случайных развлечений. Это пространство, где артисты часто делятся длинными историями о своей жизни, своих трудностях и творческом пути, который формирует их карьеру. Если Тэ Хён и Чингук действительно участвовали в совместном проекте Netflix, высока вероятность того, что проект может исследовать темы, выходящие далеко за рамки музыки. Некоторые журналисты, пишущие о развлечениях, считают, что проект может сосредоточиться на эмоциональной эволюции двух артистов на критическом этапе их карьеры. В последние годы оба пошли по индивидуальным творческим путям, экспериментируя с различными музыкальными стилями и визуальными концепциями. При этом оставаясь глубоко связанными с наследием BTS. Документальный фильм, запечатлевший этот переход, мог бы быть одновременно мощным и поучительным. Он мог бы показать, как два артиста, выросшие вместе под пристальным вниманием публики, научились переосмысливать себя как личностей, сохраняя при этом ту связь, которой восхищаются поклонники. Но есть и другая возможность, о которой фанаты шепчутся с не меньшим энтузиазмом. А что, если проект будет не просто документальным фильмом? А что, если это будет нечто гораздо более кинематографичное?